Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 18 мая, выпуск экстренный, и тема, которую мы обсуждаем, война. Все события, которые мы сегодня с вами обсудим, в той или иной степени связаны с этой войной. Давайте начнем я начну с предложения поставить лайк к этому видео, если вы нас поддерживаете, и начнем, собственно говоря, наш выпуск. Давайте обсудим положение на фронте. Я думаю, что многие из вас могут наблюдать в телеграм-каналах карты, которые распространяют западные СМИ. Это данные разведок Британии прежде всего и других западных стран, которые они распространяют через западные СМИ. И потом телеграм-каналы российские, украинские. Российские, я имею в виду, это прежде всего антипутинские каналы. Эти карты публикуют. Это наиболее объективная ситуация. И мы с вами можем видеть, что сейчас в основном бои перешли в позиционные... В основном сейчас ведутся позиционные бои. И есть сконцентрированное направление удара российских войск. Это в Луганской области, это там, где наиболее интенсивно ведутся бои с российской стороны, пытаются перейти в наступление, пока что вообще ничего не получается. И с другой стороны, украинские войска в Харьковской области пытаются также контрнаступать, перейти, в контрнаступление. Там тоже, по-моему, в каких-то местах удается. Удалось даже выйти на границы Украины с Россией, а в каких-то немножко тоже подзастряли. В общем, ситуация на сегодняшний день такова, что не видно, чтобы имели возможность какого-то существенного прорыва украинские войска, не видно, чтобы имели возможность какого-то существенного прорыва российские войска. Идет война, гибнут люди, гибнут мирные жители. Российские войска наносят ракетные удары по территории практически всей Украины. Был недавно ракетные удары по Львову, по Львовской области, были удары по Одессе, практически регулярно наносятся. Еще раз повторяю, самое печальное, что гибнут мирные жители, гибнут дети. Ну и, естественно, конечно, и жаль, что погибают военные с той и с другой стороны. Владимир Путин, затеявший эту войну, ему, собственно говоря, плевать на человеческие жертвы, ему важен результат. Результата он, безусловно, не получит, это уже понятно всем и зависимым, и независимым аналитикам, и уже кремлевские аналитики стали в эфирах на пропагандистских каналах говорить о том, что все идет не совсем гладко. Это верный признак того, что все действительно все пошло не так, как рассчитывал президент России Владимир Путин. Но мы с вами прекрасно знаем, что происходит. Вы регулярно слушаете и наши выпуски, и читаете наш телеграм-канал, и знаете, безусловно, то, что происходит буквально в реальном времени. Хочу сказать, что Владимир Путин может сколько угодно напрягаться по поводу того, чтобы осуществились его желание завоевать, пусть даже часть Украины. Безусловно, это на сегодняшний день выглядит маразматическим бредом. Вооружение, которое поставляет Запад украинским войскам, это существенная помощь и поддержка. А то, что еще придет по ленд-лизу, который подписал Байден, и обещанная поддержка со стороны той же Германии, Франции и ряда других западных стран, в ближайшие 1,5 месяца может ситуацию в корне изменить, и украинские военные могут перейти в контрнаступление. К чему это может привести? Ну,
те аналитики, мы уже с вами тоже обсуждали, давайте я еще раз напомню, что аналитики, которые делают доклад, эксперты, которые делают доклад для от Совета Безопасности для президента России Владимира Путина, представляет эти доклады секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Так вот, в этих докладах аналитики говорят, что может ситуация кардинально измениться при текущем положении дел, я имею в виду, если не будет ничего предпринято с российской стороны, и если будет все идти по плану со стороны Запада и Украины, то ситуация через 1,5 месяца может коренным образом измениться, и украинские войска перейдут в контрнаступление, могут, еще раз подчеркиваю, могут освободить территории всей Украины, включая Донбасс, за исключением Крыма. Но, еще раз подчеркиваю, но есть проценты. Да, на сегодняшний день он небольшой, но опять-таки это эксперты, которые делают доклад для Путина, это российские эксперты. Это высококвалифицированные люди, надо отдать им должное, и не надо относиться поверхностно к тому, что они, к тем умозаключениям, к которым они приходят. Так вот, они говорят, что шанс Украины забрать обратно Крым будет увеличиваться с теми победами, которые вероятны после поставок Запада в полном объеме тех вооружений, которые были обещаны. Владимира Путина, вернее, эти доклады особо не трогают. Он пребывает в своем мире, в мире своих иллюзий. Давайте немножко коснемся здоровья президента России Владимира Путина. Мы у нас в телеграм-канале «Генералы СВР» рассказывали, что в ночь с четверга 12 мая на пятницу 13 мая ему была проведена хирургическая процедура. Это не та операция, которая была запланирована, но это хирургическая процедура. Из брюшной полости была удалена жидкость. Я думаю, что все желающие могут обратить внимание, открыть буквально любые источники научные и прочесть, когда скапливается жидкость в брюшной полости. Это один из... При раковых заболеваниях, при онкологических заболеваниях, извиняюсь, это, ну, то есть такое бывает при определенных. Почитайте при каких, и вы поймете, что то, о чем мы говорили ранее, даже, по-моему, год назад мы сообщали, когда диагнозы, мы говорили, что у него онкологические проблемы как раз связаны с брюшной полостью. По операции, которая предстоит, она еще предстоит, пока еще не была она проведена. Там пытаются подогнать график его встреч очных под эту операцию. Пока что, еще раз подчеркиваю, пока что эта операция еще не была проведена, но и та хирургическая процедура, которая уже была, она не дала возможность президенту России провести даже в формате видеоконференции совещание, вернее, Совета Безопасности. 13 мая было проведено совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Там вступительная речь была записана Путиным заранее, а само совещание проводили с использованием технологии Deepfake. То есть изображение Путина было, голос Путина был, самого Путина не было. Если вы помните, мы рассказывали о том, что российское руководство вкладывает огромные деньги в разработку технологий Deepfake. Если я не ошибаюсь, в конце прошлого года мы об этом говорили, и там у нас был большой материал по этому поводу. Так вот, если вы помните это, то вот как раз те технологии Deepfake, в которые были вложены огромные деньги, теперь они начинают работать
в том объеме, в котором и предполагалось. То есть, когда президента России Владимира Путина не будет, и у него не будет возможности очно проводить какие-то совещания в режиме видеоконференции, еще раз подчеркиваю, именно в режиме видеоконференции, видеосвязи, будет использована именно эта технология Deepfake, которая заменит пребывание президента на этих совещаниях, прямое участие президента в этих совещаниях. 13 мая также состоялся разговор Путина с Шольцем. Путин провел его лично. Ну, там не было больших проблем, он был в состоянии нормально общаться, и телефонный разговор он провел лично. Отдохнул и набрался сил за пятницу, субботу президент России Владимир Путин. В воскресенье чувствовал себя уже более-менее. И в понедельник провел встречу с лидерами АДКБ. АДКБ висела буквально на волоске. Мы уже рассказывали о том, что с талибами велись переговоры российское руководство вело переговоры с талибами. У талибов были планы по аннексии части территории Таджикистана, а в перспективе аннексия всей территории Таджикистана и с дальнейшим переходом на соседние республики, государства Средней Азии. Для российского руководства это была бы катастрофа. Во-первых, рухнула бы АДКБ без вмешательства России. Нет никаких сомнений, что остальные страны даже в совокупности не могли противостоять талибам и не стали бы этого делать на территории Таджикистана. До этого еще Рахмон требовал регулярно поддержки Путина. Путин поддержку не оказывал военную. Более того, часть с военной базы в Таджикистане, часть войск и вооружений он перебросил на территорию Украины и на территории приграничной с Украиной, оголив таким образом и оставив Таджикистан практически и фактически без военной поддержки. Рахмон был зол и перестал общаться с Путиным. Это можно посмотреть по телефонным разговорам. Мы уже приводили когда-то, если вы помните. Наши постоянные зрители и слушатели, конечно, помнят о том, что мы приводили пример, как часто общались в прошлые годы президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Это были, пожалуй, самые частые общения у президента России среди всех других глав государств. И вот в последнее время это общение резко оборвалось, как раз по причине того, что Рахмон был крайне недоволен политикой президента России Владимира Путина относительно Таджикистана, поддержкой, прежде всего военной поддержкой. И вот с начала войны в Украине Путину, безусловно, был невыгоден второй фронт. Не просто невыгоден, это была бы катастрофа для России и для ДКБ, прежде всего, и для России как последствия. И уже договоренности оформлены между российским руководством и Талибаном, который сейчас руководит Афганистаном. Есть договоренности, что российское руководство в общей сложности 3 миллиарда долларов передаст Талибану. Здесь не только деньги, здесь и где-то порядка 60% это денежные средства, и порядка 40% это товары и энергоносители. В течение, до конца года должны быть переданы денежные средства, а товары и энергоносители будут переданы в течение года, то есть не до 1 января следующего года, а до мая следующего года. Как бонус российского руководства, как бонус для Талибана, российское руководство пригласило представителей Талибан присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме. Прекрасно показывает отношение к террористам свое российское руководство. То есть фактически поддержка террористов и приглашение на международный экономический форум в Петербурге, это подчеркивает, какие друзья теперь остались на внешнем рубеже у России, и
Теперь лучшие друзья президента Путина — это Хамас, это Талибан, это сирийский лидер Башар Асад, это те прочные и укоренившиеся связи в ИГИЛ у российского руководства. Мы уже рассказывали многократно о сотрудничестве российского руководства с ИГИЛ. Мы рассказывали о террористических актах, которые проводили ИГИЛ по указке российского руководства. Совсем недавно вышло интервью Лаврова, в котором он рассказывал, если я не ошибаюсь, это именно Лавров рассказывал о том, что Украина собирается, вернее всего, США собирается боевиков ИГИЛ перебрасывать в Украину для войны с Россией. Это экстраполяция планов российских, только они переводят это на планы США и Украины. Это именно российское руководство собирается задействовать свои старые связи с ИГИЛ, в том числе и на территории Сирии, и на территории других стран, завербовав часть боевиков этой террористической организации, они собираются использовать их для войны с украинскими вооруженными силами. То есть фактически на стороне России. Ну что ж, я еще раз подчеркиваю, что теперь в друзьях у президента России Владимира Путина есть 3 верных друга: Талибан, ИГИЛ и Хамас. Прекрасная тройка. Помните, да, как эта песенка «Три белых коня»? И уносят меня в звенящую снежную даль. 3 белых коня: Талибан, ИГИЛ и Хамас. Так вот, президент Путин, думаю, далеко уедет на этой тройке. По другим событиям давайте также немножко пробежимся. По международная помощь все расширяется в Украине, и мы видим уже фактически, еще раз подчеркиваю, фактически коалицию более чем из 40 стран, в основном это высокоразвитые страны, которые поддерживают Украину. Здесь как бы должен закрасться вопрос любому гражданину России: а почему весь мир объединился против, весь цивилизованный мир, еще раз подчеркиваю, весь цивилизованный мир, все страны, которые на передовой технического прогресса, технического и гуманитарного прогресса, почему все страны объединились против России, против того порядка, который пытается руководство России навязать всему миру. Неужели этот порядок настолько плох? Ну, видимо, настолько плох, что люди готовы жертвовать деньгами, готовы идти на огромные проблемы в своих экономиках для того, чтобы поддержать Украину, для того, чтобы Россия не смогла навязать свое видение мира всему остальному миру, всему остальному цивилизованному миру, извините за тавтологию. Так. Сегодня, давайте на сегодня уже все. Если есть желание и возможность нас поддержать, в описании к этому ролику подписка на наш Patreon. Подписывайтесь, там несложный алгоритм. Есть подписка на спонсирование нашего канала в YouTube. Там также несложный алгоритм. Будьте любезны, если имеете такие возможности. И есть наши криптовалютные кошельки, опять-таки в описании к этому видео. Ставьте лайк. Распространяйте наши материалы в социальных сетях и, безусловно, делитесь теми новостями, которыми мы делимся с вами. Все, большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, и это искренне. Всего доброго, до свидания.